Всем привет! Сегодня у нас будет максимально домашний ролик. Я в своей теплой кофточке Гарри Поттера, потому что дома уже холодно. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своим опытом относительно врачей и медицины, как здесь все работает, как можно записаться к врачам, как их искать. Буду показывать параллельно на компьютере, как это можно сделать. И надеюсь, эта информация будет вам полезна. Поехали! Первое, с чего мы с вами начнем, это, наверное, с поиска практического лекаря. Практический лекарь – это обычный наш терапевт, который дает вам путь и дорогу ко всем остальным врачам. Насколько я знаю, в России сейчас примерно такая же система, что тебе нужно пойти к своему терапевту, и он тебе дает направление уже куда-то дальше. Я сейчас буду говорить в разрезе того, что у вас есть государственная страховка, и вы хотите ей пользоваться. У меня ноутбук иногда взлетает, поэтому, если что, не обращаем внимания. Смотрите, как я искала своего врача. Я просто заходила в интернетах, как говорится, да, и писала практически лекарш, например, Прага 3, потому что я живу на Праге 3. Соответственно, я просто открываю карту и смотрю на этой карте, где у нас здесь есть врачи. Вот, например, вот врач, Габриэла какая-то, я не знаю, кто такая. Я здесь никого не рекламирую, просто показываю, как это работает. Вот есть номер телефона, не знаю, заходим сюда, Healthy Center, аналогично Симона, номер телефона. И что я делаю? Я нахожу то место, которое мне подходит по отзывам, которое мне подходит по оценке, которое мне подходит по месту расположения. И просто звоню в это место. Звоню и говорю: здравствуйте, берете ли вы новых пациентов? В Чехии крайне важно спрашивать, берут ли новых пациентов, потому что не все врачи, которые государственные, они берут, собственно, на осмотр новых людей. Соответственно, ваш первый вопрос заключается в том, берете ли вы новых пациентов. Допустим, вам ответили «да», дальше вы можете уточнить, когда у вас есть свободный термин, когда вы готовы меня принять. Вам могут сказать, что там, не знаю, через месяц, через два, но вы можете попросить, что вам нужно срочно, и пояснить, почему. То есть не нужно бояться того, что ваша проблема какая-то не суперсерьезная. Всегда произнесите, скажите, и, возможно, вас примут даже раньше, чем они сами этого хотели. После того, как вы попали к практическому врачу, вас, скорее всего, спросят, хотите ли вы с ним остаться на постоянную основу. Я в свое время обошла нескольких врачей, прежде чем я решила остаться, потому что меня не устраивало все это дело. И по итогу у меня есть мой практический врач. Что можно делать у практического лекаря? Можно сдавать анализы, брать направление к другим врачам, приходить с любой симптоматикой. Самое главное, что вы вначале получите, это вы сдадите анализ крови общий и сдадите анализ мочи. Вам скажут, все ли в порядке, не в порядке, будете дальше решать проблемы. Но это как бы я делаю раз в год для своего спокойствия. Также сейчас недавно ходила и просила у врача сдать анализ на ВИЧ, сифилис и гепатит. Я тоже это делаю каждый год, независимо ни от чего, просто чтобы быть спокойной, уверенной в том, что все в порядке. Сейчас чаечек попью. Вот. И, соответственно, врач вам в этом деле поможет. Единственное, что вы должны понимать, что если вы, например, хотите сдавать анализ там, не знаю, на гормоны, на витамины, ваш терапевт вас, скорее всего, просто так не отправит туда. Соответственно, ой, чаечек остался. Соответственно, что я делаю для этого? Я, когда прихожу, возможно, это не самое правильное, но в рамках того, что вы можете получить желаемое через несколько месяцев, либо только платно, чтобы сделать это бесплатно, нужно сказать, почему вы хотите это сделать. Я стараюсь не обманывать, потому что, как правило, я иду сдавать анализы, потому что мне это нужно, и рассказываю, собственно, как я это делаю. Например, мне нужно сдать анализы на витамины. Я прихожу и говорю: вы знаете, у меня выпадают волосы, слоятся ногти, кажется, кожа стала там желтой. То есть предварительно в интернете я ознакомливаюсь с тем, на что влияют нехватка, витаминов, и иду сдавать их. Таким образом, у врача появляется повод отправить вас на анализ.
Это будет и ему хорошо, и вам хорошо. Поэтому обязательно этим моментом пользуйтесь. Далее, вы можете записываться к определенным врачам без направления и к определенным врачам только с направлением. Например, мне нужен был лор. Лор, он как будто бы независим от терапевта, и я к нему попала напрямую. В то же самое время эндокринолог, мне нужно было направление от моего терапевта. Что я делаю, если мне нужен, например, тот же самый лор? Ой, как я красиво написала, только сейчас увидела. Например, мне нужен лор. Лор – это Орала, Прага. Делается все аналогично. То есть открывается карта и смотрится, где здесь есть лор. Я, например, хожу вот в эту поликлинику. Тут не показан этот адрес. Давайте Терезу откроем, наверное, это будет она. Да? Сейчас посмотрим, секунду. Плохо работает Google в последнее время. Я не знаю, где санкции, но Google у меня работает плохо. И, кстати, Safari у меня работает тоже плохо. Не показывает? Представляете, не хочет показывать. Говнюк. Короче, это поликлиника. Вот в этой области находится поликлиника. И я стараюсь выбирать по принципу так, чтобы все врачи у меня были в одном месте, чтобы, знаете, не раскидывать их по всему городу. Открылось? Открылось. Давайте тебя еще раз откроем. Вот. Виноградская, 176. Собственно, эта поликлиника, вот она так выглядит. Можно повернуться, пожалуйста. Вот. Вот эта поликлиника. Вряд ли мы в нее сможем пройти. Тут несколько этажей. Она снаружи, конечно, да, может быть и не очень симпатичная, но в целом она достаточно хорошая. Когда я нашла себе лора, аналогично. Я звоню, говорю: здрасте, пожалуйста, все плохо, нос не дышит, примите, пожалуйста. И звоните до тех пор, пока вас никакой-то врач не примет. Другой же момент, когда вы хотите сдать что-то сами сверху. Например, мне хотелось сдать анализы на те же самые витамины, но я не хотела напрягать этим терапевта, потому что у меня не было каких-то явных причин для этого. Это просто моя какая-то вот моя идея о том, чтобы сдать эти витаминки. И сейчас в Праге открылась, нормально, в Праге сейчас открылось несколько лабораторий, которые могут принять вас, чтобы вы сдали анализ. Это по типу как инвитро, но я не встречала мест, которые принимали бы что-то кроме крови и мочи, да. То есть, если в России, например, я могу пойти и сдать анализы у гинеколога в инвитро платно, то здесь должен пойти сам к своему гинекологу и через него, если что, сдавать платный анализ. Собственно, допустим, мы хотим сдать какой-нибудь тест, и я была последний раз в Синлабе. Это чешская раскладка, конечно. Синлаб, не знаю, тест, блад-тест, поймет. Вот, про самоплатцы. Соответственно, если вы хотите сами платить, то вы будете самоплатцы, и ваша здравотка этого не покроет. Опять, я говорю только про государственную страховку, про ВЗП, потому что на коммерческих страховках немножко другой принцип. Там также, например, если брать того же практического врача, терапевта, на коммерческой страховке, по крайней мере, как это было, у вас есть только одна возможность бесплатно получить первичный осмотр. Дальше, если вы в течение года захотите опять сдать, там, не знаю, тесты, анализы, это будет уже платно, потому что это уже не включено в вашу страховую, в коммерческую. Там какие-то есть ограничения, у каждого на разное, я врать не буду, если вам нужно, вы можете почитать. Но я познала вообще весь прикол ВЗП и государственной страховки. Может быть, она немножко дороже стоит в год. Я, как работающий человек, ничего за нее не плачу, но, насколько я знаю, по-моему, она стоит что-то 2,5 либо 2 700. И она достаточно много всего покрывает. Я спокойно хожу к терапевту, к неврологу, к психиатру. Я записала сейчас к офтальмологу, к эндокринологу, УЗИ, рентгены. Да, я ходила еще к кому-то. Лор я называла. К кому-то я ходила. Мне делали еще УЗИ брюшной полости, что тоже как бы считается немножко отдельным. А вот, например, к ревматологу попасть очень сложно. Расскажу сейчас чуть попозже. Смотрите, в общем, у нас есть про самоплатцы в решении
Здесь есть какие-то уже, как я понимаю, баллички готовые. Вот они, 450 крон витамин D сдать, либо на холестерин уже готовый, либо проверить свою щитную железу. Давайте посмотрим, что у нас в щитовидной железе есть. Кстати, если вы хотите сдать анализ на щитовидную железу, это лучше делать не самим, а идти либо к эндокринологу, либо идти к терапевту, потому что это в целом все покрывается. Аналогично с витамином D он входит в контрольный тест, который у вас берет ваш терапевт. Поэтому вам нет необходимости сдавать это сверху. То же самое с холестерином. Но в любом случае давайте посмотрим. Что у нас тут с узкостью? Что входит? Вот, входит 4 и ТСХ. Вообще, я иногда еще сдаю 3 ТФ3, по-моему, он называется. Вот, но для основных определений нужно сдавать только это. К примеру, что? Вот, железо я сдавала у своего терапевта, потому что я сказала, что я была немножко такая как бы уставшая, у меня как будто нехватка сил была, и меня отправили. Витамин В12 под большим вопросом. Мой терапевт задал слишком много вопросов, чтобы я его сдала, потому что как бы тут такое. Вот есть анализ, давайте посмотрим, что сюда входит. Жена 30+. Не знаю для чего, скорее всего, это больше подходит тем, кто коммерческий, потому что все-таки основная страховка это покрывает. Значит, у нас сюда входит кровь, глюкоза, это у нас что? Окей, анатомина, токсин, кислород. Окей, это все. Вот магния нет в обычном анализе. Он здесь сверху холестерин есть, холестерин есть, кератин есть. Все остальное есть. То есть вам не нужно платить 950 крон, чтобы сдать этот анализ. Мы просто сами спокойно идем к терапевту и просим его обычный анализ, стандартный, общий. Все это сдаем. Далее, например, вы захотели попасть к кому? Давайте к эндокринологу. Да? Эндокринолог, кстати, очень важная вещь. Если вы девушка, если вы мужчина, обязательно проверяйтесь, потому что это влияет как на наши гормоны, как на наше самочувствие, так и в целом достаточно очень важная вещь. Она тихая, она незаметная, и ее достаточно легко, пропустить и сложно не заметить. Да? Легко не заметить. Легко пропустить, легко не заметить. Сложно, понять, что у вас есть с этим проблема. Эндокринолог. Вы пришли к терапевту. Я пришла, если честно, с тем, что у меня здесь была большая какая-то шишка. Я не поняла, что это. И причем я красилась, просто села красилась. И как-то вот так вот кремушком, знаете, мазалась. И такая, интересно. И прям такой большой шарик, я офигела, мне было страшно. И я пошла к терапевту на следующий же день, позвонила, говорю, вы знаете, у меня что-то на горле, надо посмотреть. Когда, конечно, приходите, я пришла на следующий день, потому что когда emergency, принимают сразу. Вот, и она мне дала направление к эндокринологу. Проблема в том, что эндокринолога очень сложно было найти в Праге, потому что их не так много, как я выяснила. Здесь есть устав, это такая вещь, как я понимаю, типа университет, так сказать, да, который занимается, как устав переводится, знаете, как переводится устав? То есть это университет, который занимается именно этой проблематикой, устав чешский. Давайте, сейчас, подождите, ревматологический устав на русский. Устав. Не переводят, не знаю. Как-то, мне кажется, слово по-другому пишу. Дайте в интернет напишу. Ревматологический устав. И, собственно, так всегда. Устав, так я все правильно пишу. Давайте попробуем тут перевести. Ревматологический устав. Я не знаю, как это переводится. Институт ревматологии. Все правильно, университет. Институт ревматологии, институт эндокринологии. И получается, если брать эндокринологию чисто, сложно найти отдельного врача. Меня отправляли в эндокринологический университет, но какая цепочка? Дайте вам цепочку. Я пошла к терапевту. Терапевт мне дал направление к эндокринологу. Что мы с вами делаем? Мы лезем в интернет, пишем эндокринолог Прага,
обзваниваем всех, потому что, скорее всего, у всех не будет мест, находим вообще разного вида, но обращайте внимание, работают ли они с вашей страховой компанией. После того, как вы пришли к эндокринологу, вам делают УЗИ, берут анализы, и далее, если вам нужна какая-то, допустим, операция, либо еще что-то, вы уже пойдете в институт эндокринологии. Вы не можете туда записаться без направления эндокринолога. То есть как-то так работает. Аналогично у меня была ситуация с ревматологом. Крайне сложно найти ревматолога. У меня есть проблема с челюстно-лицевым суставом. Мне поставили артроз челюстно-лицевого сустава с подвывихом. И я ходила к отдельному врачу. Честно, это очень сложно найти челюстно-лицевого хирурга, врача, который бы смог как-то посоветовать, что с этим делать. У меня эта проблема возникла после брекетов. И суть в чем? Суть в том, что я нашла информацию о том, что в Праге все к нему едут. Есть один супер крутой врач. Я не буду называть фамилию, потому что зачем мне все это надо. Есть один супер крутой врач, к которому я безумно захотела попасть. Он работал в 2 местах. Сам на себя и, собственно, в ревматологическом уставе, что нереально попасть туда, потому что это отдельный институт, и туда нужно как бы направление. И суть в том, что я нашла контакты, я добилась, я пришла к нему. Он посмотрел отдельно мой сустав, сделал мне УЗИ, но из-за того, что он работает как бы сам на себя, он не работает со страховой компанией, со страховыми компаниями он работает, собственно, в этом ревматологическом уставе, и там уже можно бесплатно. Но он посмотрел мой сустав, я постараюсь объяснить это более просто. Он посмотрел мой сустав, в целом все в порядке, жидкости нет. Если будет жидкость, то нужно было бы делать операцию по убиранию жидкости, добавлению прокладки между суставами, потому что они стираются у меня. И как бы, если бы это было, то это было бы. У меня этого не было. Соответственно, он мне выписал лекарства для поддержания моего сустава в хорошем состоянии, что-то типа коллагена, чтобы там, как-то прослоечка была, собственно, хорошая. Но я начала замечать, что у меня болят плечевые суставы, тазобедренные суставы, и я пошла с этим вопросом к своему терапевту. Опять-таки, терапевт – это самый главный человек, который у вас вообще будет в Праге, если мы берем именно вот врачебную сферу здоровья. Да. Я пошла к ней, говорю, так и так, у меня вот такие вот проблемы. Она такая, хорошо, вот вам направление к ревматологу. Тот мужик, он именно хирург, который занимается челюстно-лицевыми суставами. Не то чтобы ортодонт, да, но вот что-то как бы туда. А ревматология это все-таки другое, потому что если у тебя есть ревматологический фактор, ревматоидный фактор, простите, пожалуйста, то у вас будут проблемы с суставами, скорее всего. Это может быть как наследственное, так и приобретенное. У меня, я не знала, есть это или нет, собственно, я пошла с болями к своему терапевту, она дала мне направление к ревматологу. И я начала искать именно непосредственно ревматолога, я стала звонить во все места, везде все забито, везде было все занято, и я таки дозвонилась до института ревматологии, и меня готовы были принять, но им нужно было направление от моего врача, подтверждение от стоматолога, что он дал эту рекомендацию, подтверждение того, что у меня уже присутствует какая-то ревматоидная история в моем здоровье, то есть подтверждение того врача, что у меня есть артрит челюстно-лицевого сустава. То есть, условно говоря, чтобы я попала в данной ситуации к ним в институт, им нужно было гораздо больше бумаг, чем просто, допустим, записаться к тому же ревматологу. И суть в том, что они мне взяли все эти бумаги, и я к ним хотела прийти только лишь для того, чтобы мне сделали ревматоидный фактор, это анализ крови обычный, на определение того, что есть ли у вас предрасположенность именно к ревматоиду, ревматиту. Ну, вы меня поняли. Я нашла ревматолога, все, решила к ним записаться, и прислав все документы, они мне сказали, что вы знаете, вам, чтобы попасть к нам, вам нужно сдать анализы определенные, сдать флюорографию, что-то там, МРТ, КТ, короче, дофига всего. И плюс ко всему они попросили меня предоставить им анализ на ревматоидный фактор. То есть этот институт готов принять меня к себе, только если я по всем показателям подхожу для них, и у меня уже присутствует ревматоидный фактор.
Собственно, это мне сыграло достаточно на руку. Я пошла к своему терапевту, показала все вот эти вот штуки, потому что она меня же отправила к ревматологу, да? Показала ей все вот эти вот штуки, она такая: окей, держите вам тест на ревматоидный фактор. Отдельно его сдать практически нереально, потому что тебе нужно направление, и просто так тебе его никто не сдаст, не позволит сдать. И, собственно, я сдала, поняла, что у меня все в норме на данный момент, и все, вопрос ревматологии у меня отпал автоматически. Поэтому в целом большинство можно решить через терапевта. Теперь переходим к моменту касательно, я поясню еще про гинеколога, и перейдем к emergency всем ситуациям. Касательно гинеколога. Я не знаю, как большинство людей, да, у меня была всегда проблема с поиском нормального гинеколога, потому что это очень сложно. И я всегда вам рекомендую нескольких врачей обойти. Если вам один, например, лор поставил, что у вас хронический отит, это не значит, что у вас есть действительно хронический отит. Желательно сходить еще к кому-нибудь, как, собственно, у меня, да. Я очень хочу сделать себе операцию на нос, потому что у меня перегородка стоит ровно, как бы, или в эту, нет, в эту, наверное, сторону, вот в эту сторону, и она перекрывает полностью эту пазуху, и, соответственно, мне не хватает воздуха носом, я дышу ртом у меня сухость во рту ночью, что, соответственно, как бы дает осложнение. Плюс у меня в носу также присутствуют полипы, которые удаляли неоднократно, но они как бы появляются, и они, в свою очередь, провоцируют слизь и кровь, которая попадает в ушной отдел, да, и, в свою очередь, провоцирует отит. И, собственно, я пошла к первому лору, он такой, типа, нет, мы вам не будем операцию делать, мол, вы же, типа, дышите, да, вот. И сейчас я нахожусь в поиске второго лора, чтобы объяснить ему еще раз свою ситуацию, и, возможно, он даст мне направление, потому что я не хочу платить деньги за эту операцию, потому что в целом эта операция является по медицинским показателям, и ее покрывает страховка. Касательно гинеколога. С гинекологом у меня были действительно всегда проблемы, потому что сложно найти врача, который действительно подойдет тебе. У меня печальный опыт с моим гинекологом, но она как специалист хорошая. Печальный опыт, потому что меня ножевую скальпелем резали. Вот. Суть в том, что гинекологи здесь всегда очень бизи. Прям вообще все заняты до ужаса и деваться некуда. Например, я звонила своему гинекологу и хотела записаться для контрольной, да, проверки. Мне сказали, что есть места через 3 месяца. Я такая, угу. Классно, прекрасно. Идти к другому не вариант, потому что я уже как бы с полной историей у этого, а заново другому гинекологу объяснять всю историю не очень хочется. И я, когда понимаю, что у них нет мест, я начинаю говорить, что вы понимаете, у меня задержка. У меня сегодня, допустим, 50-й день. Да, девочки поймут, сори, если для мальчиков это не очень актуально. То есть я нахожу причину острой боли, задержка. Ну, как правило, я звоню всегда, если есть причина. Острые боли, задержка, какое-то внеплановое там, не знаю, кровотечение. И, как правило, у них находятся места. Находится место сегодня в обед, находится место завтра с утра, потому что все равно врачи оставляют окошки под emergency случаи. Как бы это в целом врачебное правило, как я поняла уже. И если у вас действительно что-то суперсрочное, не нужно отчаиваться, вы просто скажите своему врачу, что это не терпит, у этого нет времени ожидания. И это очень годный, я бы сказала, лайфхак, как попасть к врачу раньше и не ждать долго. То же самое у меня было с эндокринологом, когда я начала переживать, что у меня там что-то есть, а мне сказали, что запись там типа через полгода. Я говорю, ну, никаких полгода, вы что, у меня там какая-то шишка, какая-то киста размером в 3 сантиметра, там вообще ужас. И меня записали через неделю. Да, не завтра, но это неделя, а не полгода ожидания. Поэтому в очередной раз повторю, никогда не боимся, всегда переспрашиваем, всегда настаиваем на своем. Хуже вас вообще нет ситуации в жизни, просто поймите эту вещь. Вот.
Это, я считаю, самое главное правило для того, чтобы попасть к врачу. Любого врача мы ищем в интернетах. Не будет такого, что вы пошли к терапевту, он вам дал направление и вас, например, записал куда-то. Нет, у вас есть направление, дальше мучитесь как хотите. Иногда врачи еще очень поверхностно проходятся по всем вещам. И если вас что-то тревожит, всегда тоже уточняйте, не бойтесь, спросите. Если это не покрывается страховкой, врач вам скажет, что это не покрывается страховкой. В случае с гинекологом и инвитро, что я говорила в начале, если вы хотите сдать какие-то дополнительные анализы, например, в России есть, я знаю, опять-таки вот в этом инвитро, я просто там сдавала, есть пакеты, которые при половых контактах, да, там можно вот эти вот бактерии все выяснить, либо там также проверить себя на какие-то другие болячки, которые вас тревожат, к примеру, на тот же самый ВПЧ, да, достаточно распространенная вещь, и в целом, ну, я бы рекомендовала, если вы ведете половые связи и не только половые связи, ходить проверяться на эту вещь, потому что она может привести к разным последствиям. И я думаю, что если у вас визуально не будет у гинеколога ничего, почему вы должны сдавать этот анализ, скорее всего, будет платным. Я не сдавала его здесь, я обычно ездила в Россию, вот в этот раз пойду, кстати, узнаю, как это вообще здесь работает. Далее, emergency. Если вдруг случилось так, что ваш врач вас не принимает, вы понимаете, что, жопа, да, не знаю, другого слова нет, то в таком случае вы просто спокойно идете в любую больницу, уже не поликлинику, а больницу, и заходите в отделение, которое вам нужно. Например, вы чувствуете проблемы с сердцем, вы приходите в emergency с сердцем. Либо вы вызываете скорую, тут два пути. Если вы не умираете, они приедут через час. Если все плохо, то минут через 5-10 приедут. Была аналогичная ситуация. У меня знакомый, у него была проблема с, по-моему, шеей или со спиной. У него что-то там замкнуло, и он не мог ни сидеть, ни лежать, ни стоять. Это просто адские невозможные боли. Я позвонила в скорую, вызвала скорую, на что они меня спросили: он дышит? Я говорю: да. Они такие: будем через 1,5 часа. Я такая: ага, типа надо было сказать, что не дышит, да, тогда бы вы приехали раньше. Поэтому имейте в виду, что скорая ориентируется вот на такие показатели. Плюс, если у вас нет страховки, вызов скорой будет платный. На тот момент, это было, по-моему, несколько лет назад, на тот момент это стоило 100 евро, но у нас вызов был бесплатный, все окей. Но нам сказали, если у вас не было страховки, да, вы тут кровью не истекаете, у вас был бы вызов платный. Далее вас привозят вот вы сели в скорую, вас скорая привозит в emergency помещение, и где мы оказываемся? Правильно, мы оказываемся там, куда бы мы с вами пришли ножками в случае, если бы наш врач не взял трубку, либо не принял бы нас. Вас сажают в приемное отделение, и вы в порядке живой очереди сидите и ждете, пока вас примут. Не знаю, как эта система работает в России и в других странах. Я могу сравнивать в целом с Россией. Извиняюсь, если вы из другой страны, я постоянно вам говорю про Россию, просто я не знаю другого опыта. Но и в России, если честно, я в скорых не ездила. Возможно, там тоже вы в порядке живой очереди сидите, ожидаете. Поэтому за здоровье нужно всегда отвечать. Ладно, за здоровьем нужно все время следить, записываться к врачам. Нет такой большой проблемы. Сейчас становится немножко лучше. Есть подспорные компании, которые помогают вам осуществлять запись, как, например, мое ВЗП, Лекарь.cz. Они помогают вам осуществлять именно запись к врачам. Также в Праге существуют отдельные заведения, как, допустим, Canadian Clinics, если я не ошибаюсь. Там есть какая-то а-ля платная подписка за вход в эту клинику, но у вас есть доступ к врачам, и у вас не будет там вообще никаких ожиданий, все будет в одном месте, и вы будете там вариться-кошевариться. Поэтому изучайте эти вопросы, смотрите, не бойтесь, все в интернете есть, все понятно. Если вы чего-то не знаете, если вы чего-то не понимаете, вы можете всегда спокойно позвонить в свою страховую. Как, например, у меня была проблема с каким-то врачом, не помню с каким, по-моему, как раз-таки с челюстно-лицевым хирургом.
не могла долго найти никаких контактов, и я звонила в ВЗП и говорила: здравствуйте, мне нужен такой-то, такой-то врач, как мне узнать, какие клиники, брекеты, у меня были брекеты, и мне нужно было потом устанавливать имплантолога я искала хорошего, вот, и, соответственно, это стоматология, я не могла в интернете найти какой-то хорошей инфы, потому что все было как-то мимо. И, собственно, я позвонила в ВЗП, говорю: здрасте, такая ситуация. И они меня сориентировали, где на их сайте можно найти сознам список всех лекарей. То же самое было с терапевтом, потому что я искала для своего знакомого. И они просто высылают вам список, либо высылают, либо вы можете найти, полностью со всеми данными, с адресом, названием, с сайтом, с телефоном, и вы можете просто так прозвонить, да. Вы можете зайти вообще на сайт ВЗП, не искать вот так вот через Google, зайти на сайт ВЗП и у них посмотреть все контакты, с кем они сотрудничают. Это будет для вас проще, вы точно будете знать, что вы с ними работаете. Но по своему опыту я просто смотрю врачей, которые сидят в поликлиниках, они 100% будут работать со страховой компанией. Потому что если это частники, не все всегда берутся с ВЗП. Но ВЗП это самая главная страховая, поэтому мне кажется, если не соврать, 80, не то 90%, они, скорее всего, сотрудничают, собственно, с ВЗП. Поэтому я надеюсь, что вам это видео было полезно. Не знаю даже, что вам еще можно в целом добавить до этой ситуации. Я скажу так, не бойтесь, и все будет нормально, потому что бытует мнение о том, что к врачам в Чехии попасть вообще нереально, огромные очереди, да, бывает, но огромные очереди, они, если вам не горит, если у вас горит, вы можете всегда попасть. Аналогично лор, да, который мне нужен был, вперло мне в голову, что мне нужен лор, вперло, хочу к лору, да, я понимаю, что мой лор, он занят, нет мест, и умолять ее там как-то примите меня, примите, потому что мне взбрело в голову было весьма глупо. Я просто начала обзванивать других врачей и спрашивать, кто меня может принять. И я нашла врача, который меня принял сегодня. То есть здесь, наверное, дело больше в мотивации, насколько вам это нужно. Если вы позвонили в одну клинику, вам отказали, конечно, вы будете говорить о том, что медицина здесь плохая и все здесь плохо. Да, есть у них особенность в том, что если вы не умираете, значит все в порядке, и они не так серьезно, я бы сказала, относятся к каким-то вашим проблемам. Опять-таки, по той же самой причине, если вы не умираете, значит все в порядке. Но в таких случаях вы можете просто настаивать, говорить, что вам это необходимо, что вам было бы так спокойнее. И они, конечно, придут вам навстречу. Я надеюсь, что вы найдете хорошего врача, у вас не будет с этим проблем. Если у вас есть вопросы, как, что, где, куда, пожалуйста, пишите мне либо в комментарии, либо находите меня в Инстаграме. Меня зовут там ровно так же, как зовут в Ютубе, ДКЧД. Я там же веду блог свой, рассказываю о жизни в Чехии, какие-то свои моменты, и буду вам очень рада. Поэтому до новых встреч. Всем пока.